Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! С титулом «Лев» у нас ассоциируется грива, стать и гарем из самочек. Сегодня разберем, соответствует ли своему имени этот ушастый тюлень. Нет, это не оскорбление, это крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, также известен как северный морской лев. Вообще морских львов бывает 5 видов: северный, калифорнийский, южный морской лев, австралийский и новозеландский морской лев. Наши сивучи прописаны обычно на Курильских островах, вплоть до Центральной Калифорнии. Охотское море, Камчатка, Сахалин, Командорские острова, Алеутские острова, Аляска и побережье Северной Америки также являются местами их обитания. Ушастые тюлени, кстати, отличаются от настоящих тюленей наличием внешних ушных клапанов, длинных предплечий, напоминающих ласты, и вращающихся задних ласт, которые позволяют передвигаться четвероногим на суше. Как и все представители семейства ушастых тюленей, сивучи – животные с ярко выраженным половым диморфизмом. Размеры половозрелых самцов варьируются в пределах от 3 до 3,5 метров, а масса колеблется от 500 до 1000 килограмм. Самки гораздо мельче. Длина их тела доходит до 2,5 метров, а масса в среднем составляет 350 килограмм. Подобные различия в размерах тесно связаны с социальной организацией вида и со стратегиями жизненного цикла. В годовом цикле этих животных можно четко выделить чередование 2 периодов жизни – номадного и лежбищного. По завершении номадного периода, когда животные совершают локальные миграции в море и выходят на берег только для отдыха, наступает лежбищный репродуктивный период. Начало его приходится на раннюю весну. Первыми на репродуктивных лежбищах появляются половозрелые самцы, способные занять территорию, так называемые самцы-сикачи. Половозрелыми самцы становятся к 5-летнему возрасту, однако способными занять территорию на гаремном участке они становятся лишь на 7-8 году жизни. Когда раздел основной части лежбища завершен, прямые территориальные контакты сменяются ритуализированными приграничными демонстрациями, попросту заигрываниями. В этот период, во второй половине мая, начале июня, начинают прибывать самки. Сивуча с блестящей шкурой называют морским львом из-за легкой гривы, грубых волос на шее и груди самца, напоминающих гриву льва. Кстати, морские львы плавают с помощью браса и могут развивать скорость около 27 км в час. А звук сивуча – это хор низкочастотного рева пожилых людей, смешанного с ягненком вокализации молодых щенков. У самцов этот вокал сопровождается к тому же вертикальным покачиванием головы. Львы, естественно, как и все нормальные львы, любят белковое меню. Для этого у них в арсенале есть сильная челюсть и острые зубы. В основном рационе превалирует рыба, сельдь, хек, лосось и сардины. Иногда они ныряют глубже, чтобы поймать морского окуня, камбалу, а также кальмаров и осьминогов. Иногда сивучи ныряют на глубину более 350 метров с задержкой дыхания до 5 минут. Не брезгуют львы и убийствами соплеменников, например, морских котиков. Сивучи обычно общительны и встречаются большими группами на пляжах или на лежбищах. Когда эти великаны лежат на берегу, их любимые лежбища просто-напросто исчезают под их телами. Зрелище впечатляющее. Морские львы, как и африканские, это полигамные мужчинки. Многие называют
такую семью гаремной. Однако эта система довольно современна и далека от жестокости. Например, сикачи сивуча не проявляют настойчивости в удержании самок на своих территориях, и самки распределяются по лежбищу в соответствии со своими потребностями. После годовой беременности самки рожают по одному детенышу. Мать кормит малыша молоком по крайней мере 1 год, хотя в размножении участвуют постоянно. На детных сивучьих лежбищах часто можно наблюдать картину, когда мать сосут одновременно крупный, почти 100 кг весом, прошлогодний и новорожденный щенок весом чуть более 10 кг. Морской Симба может ползать с рождения и учиться плавать уже в возрасте около 4 недель. Львица ухаживает за своим ненаглядным щеночком от 1 до 3 лет. Живут морские львы в среднем до 30. Сивучихи – очень заботливые матери. Они не только защищают детенышей от нападения, но и вытаскивают их из воды, если они туда случайно упадут. Если на лежбище приходят люди, самки хватают детенышей зубами и спускаются с ними на воду, отплывая за несколько десятков километров от берега, где и пережидают опасность. Для всех ушастых тюленей характерно то, что в первые дни после родов у самок повышается агрессивность, и они активно охраняют буквально все вокруг себя. Период щенения у сивучей растянут со второй половины мая по конец июня. С середины июля на репродуктивных участках лежбища гаремные семьи начинают распадаться, и самки покидают пляж в поисках хоть какой-то свободной от обуз жизни. Помимо репродуктивных залежей, в летнее время формируются так называемые холостяковые залежи. На них главным образом тусуются полусикачи, молодые сивучи, а также молодые сикачи, не сумевшие занять территорию на репродуктивном участке, и старые сикачи, не способные участвовать в размножении. Однако по окончании периода любви на лежбищах наблюдается перетасовка львов, и многие из тех, кто раньше залегал на репродуктивных частях лежбища, перемещаются на холостяковые залежи. Естественных врагов у сивучей немного, но мы-то все знаем, кто представляет главную опасность в животном мире. На протяжении многих лет человеческая деятельность, такая как охота, убийство, разливы нефти и загрязнение окружающей среды, представляла наибольшую угрозу для сивучей. В данный момент популяция морских львов неуклонно сокращается. Северный морской лев – это король среди других видов морских львов, а королей надо уважать. Надеюсь, человечество это когда-то поймет. А как вы думаете, почему морской лев намного миролюбивее морского леопарда? Смотрели ролик про этого кровожадного убийцу? Пишите в комментах. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!